Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре модель, которую сам производитель позиционирует как убийцу всего бюджетного сегмента наушников. С одной стороны, это как-то нескромно, а с другой, это уже порядком нашумевший бренд Moondrop, в возможностях которого нет даже тени сомнения. Да, пора уже поговорить о тех самых чу, звучанию которых не может нарадоваться весь англоязычный сегмент меломанов. Собственно, поехали! Пришли наушники в небольшой такой картонной коробке с изображением героини какого-то аниме, с заводским графиком АЧХ и полным списком технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 28 Ом и чувствительность 130 дБ на милливатт. В комплекте находим, друзья, конечно же, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, простенькую вот такую вот сумочку для переноса, пару заушин и набор силиконовых амбушюр разного размера. Насадки здесь, конечно, зачетные, но маломеркие. Для меня размер L, к сожалению, оказался мал. Кабель выглядит очень неплохо, гибкий, почти не запутывается, с L-образным вот таким пластиковым штекером. В моем случае с гарнитурным блоком, бывает и без него, и без сколь-либо сформированных заушин. Лично мне это нравится куда больше уже стандартной термоусадки. Если же данный момент вас лично смущает, то производитель предлагает воспользоваться заушинами из комплекта. Сами чашечки здесь просто миниатюрные по размеру с полностью металлическим корпусом. Сверху находится небольшая такая защита от перегиба, что важно, так как кабель здесь не сменный. С внутренней стороны два отверстия для компенсации и довольно-таки длинный звуковод с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. На внешней же части схематично нанесли какое-то растение. Смотрится все это, друзья, очень неплохо. В ушах модель сидит удобно. Так что вопросов по данной части лично у меня нет. Единственное, насадки мне пришлось взять из другого комплекта, но то очень индивидуально. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас практически стандартный по величине импульс, небольшое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 1,2%, что в принципе нормально, но чуть хуже заявленного 1%. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 72 и 97 миллисекунд со значительным возмущением в области низких частот. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5 дБ с пологим таким заходом на середину, внушительное выделение области разборчивости и классический уже пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Сам же диапазон нам честно довели примерно до 20 кГц. В сравнении с заводским мой график совпал с точностью до сглаживания кривой и глубины установки амбушюр в стенде. То есть, практически идеально. Звучат же наушники действительно очень достойно, но в пределах своего ценового сегмента. То есть изначальные лавры убийц всего бюджетного сегмента могут иметь место только в разрезе вкусовых предпочтений. Им действительно есть что нам предложить из-за хармановской настройки, однако именно она и несет в себе ряд ограничений. Так, глубина сцены в случае оркестровой музыки кажется сжатой, словно весь оркестр попросили сесть как можно ближе друг к другу. Глубина есть, она хорошо читается. У каждого инструмента ощущается свой собственный текстурный рисунок, но самого пространства в глубину, на мой взгляд, недостаточно. Нет, как говорится, размаха. Ну и второе, друзья, это сильное выделение области разборчивости. Хотя к данному аспекту подошли просто сверхаккуратно. Так что верхняя середина нигде не ярчит и не режет. По своему характеру Moondrop Чу имеют легкое такое аналоговое смягчение по всему частотному диапазону. Очень достойную четкость, отличное качество прорисовки тембров и просто невероятно комфортную подачу. Басы акцентировали лишь чуть-чуть, чтобы подсветить их глубину и текстурность. Серединка довольно естественная и музыкальная, насколько это вообще возможно при данной настройке. А верха так вообще чудесные, как для своего ценового сегмента. Чистые, протяженные, разборчивые. В этом плане, конечно, хочется пожать руку инженерам компании Moondrop. В сравнении с теми же TRN MT1 Pro, последние кажутся заметно ярче и детальнее, но чуть грязнее и не такими вальяжными.
Вообще же подача Чу мне очень импонирует своей аналоговой мягкостью, выразительностью, правильным объемом у каждого инструмента и чуть приближенным к слушателю вокалом. Если у вас нет стремления получить прямо сверхчеткую детальную картинку, то от звучания героев обзора вы однозначно останетесь в восторге. По стилистике здесь лишь ограничение на глубину сцены в какой-нибудь сложной мультиинструментальной музыке и отсутствие уклона в микронюансы. А так практически весь клубный джаз, старый добрый рок, соул, разноплановая электроника, скоростной и не очень металл — совсем Moondrop справились без каких-либо вопросов. Относительно источников герои обзора тоже показали себя абсолютно универсальными. Желательно только избегать чего-то уж совсем мутного. Своей собственной массы, глубины и объема хватит, чтобы оживить даже самый бюджетный плеер или ЦАП. Но вот влить в звук уж от резкости и добавить прозрачности — это явно не про Чу. Здесь наоборот теплота, комфорт и легкая мелодичность. Что, кстати, для хармоновской настройки не совсем свойственно. Обычно с ней получается сухо и нейтрально, а тут прямо восторг для ушей меломана. Слушается все это очень естественно, только образы строятся маленькими по сравнению с более дорогими решениями. Зато очень здорово передаются верха для своего сегмента, конечно же. Итогом, динамические внутриканальные наушники Moondrop Чу порадуют вас очень удобной посадкой, достойным внешним видом, интересными амбушюрами из комплекта и любимым многими меломанами хармоновским почерком. Звучат наушники действительно круто, мягко, объемно, глубоко. Так что положительные эмоции, уверен, вам, друзья, обеспечены. Многого требовать за $20, конечно, не стоит, но приготовлены они настолько аккуратно, что буквально не способны хоть кого-то в чем-то не устроить. Сложная академическая музыка не в счет, там нужны наушники совсем другого уровня. А так, Moondrop действительно сделали просто сверхинтересное решение, как для своего ценового сегмента, к ультимативности которого лично у меня есть вопросы, но спроси у меня, смог бы я такими пользоваться, отвечу: вполне. Мне лично нравится. Вполне могу рекомендовать, если ваш бюджет строго ограничен. Ну а на этом у меня все. Это были динамические наушники Moondrop Чу. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.